Всем привет! В прошлом видео я обещал, что покажу свой рецепт кимчи. Это корейское блюдо. Попробовал я его первый раз на Сахалине и с тех пор периодически делаю, если есть возможность, где купить капусту, ну и остальные ингредиенты. Если у вас есть рядом какие-то китайские районы, магазины, там всегда вы найдете все, что я сегодня покажу, что необходимо для этого блюда. Блюдо очень полезное на зиму. Перец у вас разгоняет кровь, ферменты для пищеварения. Да и в конце концов просто классная закуска. Итак, ее надо хорошо промыть, дать стечь в воде. Потом обыкновенной солью просто пересыпать, тоже поближе к корням. Там, где потолще, побольше. Там, где тоньше листы, поменьше. На самом деле не переживайте, все равно после засолки ее надо опять эту всю соль будет смыть. Главное, чтобы вышла с нее вода. Если на руках есть какие-то раны, лучше оденьте перчатки. Итак, что я купил у китайцев? Рисовую муку. Оказывается, была с того года. Перец. Тоже специальный надо. Любой не пойдет. Тоже в китайском магазине. Дзензеру и чеснок. И либо такой лук, либо тоже дикий чеснок. Ну и редька. Тоже китайская. Она совсем не горькая. Берем пол-литра воды. И кидаем туда еще в не закипевшую воду 2 столовые ложки вот этой вот муки. 3 столовые ложки сахара. И даем этой смеси загустеть, регулярно помешивая, чтобы не пригорело. Ну вот примерно она должна стать вот такая кашица. Потом эта смесь должна остыть, и пока она остывает, просто делаете то, что я вам показываю. Здесь у меня чуть поменьше насадка. Что-то я не хочу эту дзензуру тереть на терке. Потому что у меня еще есть... Дома чеснок кончился. Вот это же еще тоже чеснок. Там по рецепту написано лук, но это чеснок. Так, там нарыл длинными такими стручками делать. В Украине я когда-то вообще в лесу такое собирал, называется черемша. Тут как бы вы не знали, все равно можно что-то забыть. Поэтому я все время подсматриваю. Все, ничего не забыл. Ну а тут прошел час. Так, вот оно. Все солится. Вода с него вытекла. Надо мне это перевернуть просто.
Скажу вам так, сколько лука и чеснока ложить, это, наверное, каждый должен по себе. Чем больше этих продуктов, тем будет более такой специфический вкус. Я считаю, что достаточно там зубков 5 максимум и одну максимум 2 луковицы. Итак, наша кашица остыла, высыпаем туда перец. Напоминаю, специальный вот этот вот китайский перец для кимчи. Спрашивайте в китайских магазинах, не сыпьте туда, что попало. Выглядит оно вроде страшно, такое количество перца, но он какой-то более мягкий, этот перец. И продукт получается, да, вроде бы сильно перченый, но к нему привыкаешь, и это не смертельно. Зато поверьте, как советовал один индианец моей Вале, работая в отеле, что очень перченое полезно. Во-первых, оно всяких паразитов внутри убивает. Во-вторых, оно согревает вас зимой. В-третьих, кровообращение усиливается. Обязательно надо 100 грамм вот этого рыбного соуса туда. Это тоже такой секрет, фишка. Ну и высыпаем все туда, все, что натерли. И хорошо перемешиваем. Фу. Я не ищу легких путей. Что-то получилось. Такая паста. Перец этот, кстати, специальный. Не каждый перец сюда можно ложить. Но он тоже стоит там пачка где-то 7-8 евро, по-моему. Все. Ну и капуста почти готова. Еще полчасика. Итак, напоминаю, 2 часа она просолилась, она стала более мягкая. Теперь всю эту соль надо смыть и слить эту воду. Теперь мы разделили на 2 части, надо их разорвать на 4 части. Смотрим, запоминаем. Итак, все готово. Скажу вам, вот эта смесь, если над ней так близко наклониться, начинает сжечь лицо. Термоядерная. Теперь это все надо промазать. Перчатки, бо в кожу может впитаться этот перец. И потом будут проблемы. Где-то глаз почесал или еще что. Надо быть осторожным. Так, ну и все это очень добросовестно надо промазать. Буквально каждый листик. Кстати, готовить я тоже всегда любил, но в последнее время все реже. Валя не дает мне этим заниматься, пока я приду, что-то надумаю, она уже наготовила все. Вообще это тоже какое-то удовольствие, какой-то релакс, отвлечение, какая-то даже медитация прям. И запах вынятый, ну сейчас вроде бы ничего. Когда оно начнет бродить, получается запашок такой очень своеобразный. Я когда с Сахалина один раз вез эту смесь термоядерную, ну кимчу, я упаковал в несколько пакетов, скотчем завязал. Короче, по максимуму. Что вы думаете? На весь самолет воняло. Потому что у меня рядом Кузя сидел, мы с ним летели, мой одноклассник, мы вместе заканчивали эту мореходку. Он говорит, ё-моё, блядь, ну и бздо, говорит. И все, уже что ты в самолете сделать, ничего не можешь. Такая вот эта штука. Но вкус у нее вкусная. В общем, я не знаю, кто пробовал, не пробовал. Кстати, в тот раз мы попробовали с Кузей еще привезти по крабу. Они продавались вареные и уже мороженые в таких длинных сетках.
Стюардессы нам кинули в морозилку. Так вот, там мы заплатили 6 рублей за каждого краба. А в Черновцах таксист мне уже давал 50 за него. Представляете, какой бизнес можно было мутить? В общем-то, я и мутил всегда. Там и свитера возил, продавал, косметику на Сахалине продавал. А домой высылал печень, трески, икру, рыбу, все такое. Вот кимчу продавать не пробовал. Наверное, в Украине не поняли бы этот продукт. И в контейнер. Опа. Окей, следующее. Вообще, Валя работала моя в отеле. Там был тоже один индианец. Классная там бригада такая попалась. И он ее так присадил на тот перец, что у нас дома стали как-то подозрительно появляться все перченые продукты. Так вот, он говорил, что перец очень полезный. Ну, конечно, если нету проблем с желудком. У меня аж слюна вон течет. Я мажу, а у меня слюна течет. Говорит, что улучшает кровообращение. Там всяких паразитов убивает. Они вот это делают целыми бочками, как мы. Квасим капусту. И потом где-то в течение года можно ее есть. Она хранится и вроде бы даже и не перекисает, так как наша. Так что мне до весны ее хватит. Летом перец кушать при 40 градусах и улучшать кровообращение как-то совсем не нужно. Но зимой идет в самый раз. Особенно Валя очень любит, жена. Окей. Ну и сами понимаете, и закусон это мировой, и даже если у вас нету аппетита, аппетит разгоняется классно. Так. Так. Контейнер мы специально купили для нее. Потом в конце покажу. Он так помещается и нормально в холодильник. И крышкой закрывается. Ну, потому что без крышки, я вам говорю, что он завоняет весь холодильник. Должен быть закрытый. Этот продукт. Кстати, с теми же корейцами, у которых я там угощали мне всякие, они просто вот так вот берут лист свежий, намазывают туда риса, горсть, завернули, все, вам готовый голубец. И вкусно так, прикольно, как-то необычно все было. И поэтому я многие какие-то вещи оттуда помню. Ну и так как здесь есть китайцы, можно все купить. Почему бы нет, не? Вот с корейцами за стол садишься, у них всегда на столе стояло, ну, как минимум 3, 4, 5 разных маленьких блюдцев со всякими перчеными разными штуками. Интересная у них кухня. Я вот еще с тех времен, ну, люблю, иногда хожу просто в китайский магазин, бо нравится. В китайский магазин туда, а еще и в китайский ресторан. Ну и вот получается такой секрет перца. Все сильно перченое, невкусным не бывает. Хотя, признаюсь, моему Юре, сыну, этот продукт не нравится. Он его не ест вообще. Но он своеобразный такой по этим вкусовым качествам. Оказался китайский ресторан и вспомнил комментарий пару дней назад. Говорит, вы смотрите осторожно, потому что китайцы так экономят, что они там в канализации ходят, жир собирают и потом растапливают. Блин, иногда такие уникальные комментарии. Блин, откуда у вас вообще такие мысли приходят к вам? Супер. Так. И мой брат когда-то их спросил, тех наших знакомых, говорит, так что ж такое вообще вот этот вот
вкус, запах и в чем секрет. Так вот, вот этот соус, можете посмотреть, как он делается там. Вместо него они ложили на дно кастрюли селедку. Ну и получался сам, естественно, этот соус. Ну, сейчас продают эту штуку. И такой рецепт. Вот что получилось. Все, пусть стоит и бродит. Закрываю, а то глаза режет. Так, над двумя руками. Красота. Прошло 2 дня. Вот что у меня получилось.